Пошло. Меня зовут Алина, я журналист 24 канала. У нас добровольное с вами общение. Хотела бы с вами поговорить о том, как вы здесь оказались, как вы жили у себя там. Расскажите, пожалуйста, о себе, представьтесь. Царев Егор Андреевич, Где служили? Севастополь, морская пехота, 810-я бригада. Севастополь. Расскажите, где вы родились? Город Бердск, Новосибирская область. Сколько лет вам? 24. О, как и мне. Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в Севастополе, как вы решили пойти, почему вы решили, как вы стали военным? Военным? Ну, я с детства хотел стать военным. Именно как детская мечта, что ли. У вас были, возможно, кто-то в семье военные? Нет. А почему вас привлекала армия России? Чем именно? Что вы знали о ней? Ну, как это сказать? Для меня всегда, ну как, в плане, с точки зрения воспитания, было, что служение в армии, служение своему государству, это, ну, как почетно, достойно. У вас в окружении был кто-то военный? Пример, возможно, кто-то, кого вы подражали? Да, был. Кто? Друг семьи, ветеран Афганистана, офицер. Офицер, что вы знаете о офицерской чести? Что для вас значит офицерская честь? Ну, даже не знаю, как ответить на этот вопрос, если честно. Вы говорите, что армия для вас впечатляла, вы хотели воевать, у вас был пример. Вот что значит для вас офицерская честь? Почему это для вас престижно было? Как-то я затрудняюсь ответить на этот вопрос. По вашему мнению, вот что офицер должен делать? Офицер подавать личный пример, знать непосредственно какую-то, ну, военную теорию, практику, уметь в том числе быть честным, открытым, справедливым в первую очередь со своими солдатами. Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в Севастополе? Каким это городом вы увидели? Ну, меня привлекал не столько Севастополь, сколько я всегда хотел именно служить именно в Черноморском флоте и именно пулеметчиком, собственно, я пулеметчиком и был. А в Севастополь я попал, потому что там размещалась бригада морской пехоты. А в каком году вы приехали туда? Сейчас, в 21-м, В 21 году. ну, то есть в прошлом. Расскажите, пожалуйста, вот 24 февраля, что вы делали? Находился на большом десантном корабле на учениях в Азовском море. На учениях? Это вам так сказали, что у вас учения? Ну да, изначально такая была информация. А потом, что к вам, какие приказы приходили? Ну, потом мы, как раз у 24-го, по-моему, это и было, мы по телевизору увидели обращение нашего президента о том, что начинается специальная военная операция, а 26-го высадились под Бердянском. Расскажите, пожалуйста, вы вот услышали, что говорит ваш президент, что это специальная операция. Вы понимали, что это другая страна? Ну, в общем, Севастополь это и есть другая страна. Вот какая ваша цель была этой спецоперации лично для вас? Лично для меня? Ну, если исходить из той информации, которую мне давали изначально, то это было, как это называют, освобождение, там, помощь. Но я, правда, ничего не увидел, от чего тут нужно было освобождать или помогать, как и людей, которых надо было бы освобождать и помогать, не увидел. То есть, как-то так. Но вы вот понимали, что это есть какая-то спецоперация, что это другая страна. Вы кажете, что вам какие-то были изначальные задания, вам ставили. Какая цель этой спецоперации? Вот какие-то от нацистов каких-то освобождать, что вам говорили? Вот. Ну, было такое обращение командира бригады про то, что мы идем бороться с нацизмом, что, мол, как тогда он речь такую толкнул нестандартную. Какую? Типа как
Короче, сравнил это все со Второй мировой войной, с вот этим вот, со всем, что мы идем как некогда, мол, деды воевать с нацизмом и так далее. Вы знали что-то об Украине до 24 февраля? Вы здесь были когда-то, кроме Севастополя? Я был, еще когда совсем был маленький, был в Крыму. Алупка, по-моему, город называется. Или Алу, что ли. Не помню. Но я тогда совсем мелкий был. Больше вы не приезжали в Украину? Нет, я вообще за границей никогда не был. Кроме вот как на Украине. В Украине. Скажите, пожалуйста, а где вы читали новости? Вот вы где-то вот какие ресурсы вы использовали для того, чтобы узнать, вообще читать где-то информацию, что здесь происходит? До 24-го или после? До. До? Да, особо нигде. Собственно, я и не пытался ничего узнать. Ну как, вы же офицер, как-то должен, военный должен же знать какие-то политические образования иметь. Вот у вас, вы же должны как-то понимать, куда вы идете, что вы делаете. Вот вы же читаете какие-то новости, говорите, где вы читали их, какие ресурсы вы использовали. Я не читал новости, я их получал. В основном от своих товарищей, в том числе у нас в роте, к примеру, мой очень хороший друг был родом из-под Донецка, не помню откуда точно. Вот, он оттуда переехал в 2014 году, если я правильно помню. Вот, то есть какую-то информацию почерпнул от него, какую-то информацию у меня была информация еще с времен, когда я был на гражданке и работал в охране. У нас там половина состава были с Донецка. Ну вот, которые там работали, они переселились к нам и жили у нас. Что они рассказывали вам? Разное. Кто-то говорил, что там все плохо, кто-то говорил, что незачем это было все устраивать. Кто-то даже были такие случаи, что подтверждали некоторую информацию про то, что были и какие-то ущемления и издевательства над населением, но, собственно говоря, как-то так. То есть от вашего командира и от вашего окружения только так вы получали новости? Да. Я просто не очень доверяю. Телевизор я вообще не смотрю. Слово совсем. А в интернете копаться у меня нет ни времени, ни желания этому уделять время. Расскажите о вашем командире. Какой он? Командир именно роты, взвода или бригады. Бригады, давайте. Потому что если в случае с командиром бригады, я о нем ничего не могу сказать. Плохого, потому что он уже покойный, и я не привык о покойных говорить плохо. А хорошего, потому что я не успел его узнать. Он стал командиром бригады всего за месяц до всех этих событий. Командир роты? Командир роты мой очень умный, нестандартный человек. Во всех смыслах очень умный. Довольно честный, справедливый. Я его очень уважаю как воина. Именно как воина. Как вы считаете, воины не должны убивать детей? Нет, не должны, поэтому мы и не убивали. Вы считаете, что вы не убивали детей? Лично мы нет. Расскажите, пожалуйста, как вы переходили границу? Границу вы не переходили, но все же, как вы попали в плен? Вот расскажите о боях каких-то, где вы брали участие. В плен? Да. В плен мы попали, мы примерно с июня по июль, отставить с мая по июнь, по 21, если быть точным, находились в деревне или в селе Петровское. Вот. Там, собственно говоря, боев особо не шло, мы были как сетка в бентоне. Над нами летали снаряды с обоих сторон, они перестреливались, а мы сидели где-то посерединке. По нам периодически прилетало как и от наших, так и от ваших, то есть постоянно. Как выяснилось позднее,
нас не поддерживали свои от слова совсем, то есть должны были быть наблюдательные посты справа от нас, слева от нас, ну, чтобы, как говорится, выдерживать фронт. А там никого не было. В итоге 20 числа украинские военнослужащие просто окружили деревню. Ну, целиком, взяв в котел. Я в это время находился на наблюдательном блокпосту, и так получилось, что я оказался за кольцом окружения, как и еще 3 группы моих товарищей. Группы на тех постах составлялись, так как у нас было очень мало людей, нас никто не пополнял. То есть мы зашли 26 февраля, и до этого времени у нас там от роты осталось хрен да не маленько. Вот. Наши группы состояли 1 военнослужащий российской армии и 3 ополченца из ДНР. Этими группами мы немножечко отошли. Утром узнали, что наш командир роты взят в плен, а все, кто были в деревне, решили выходить. Ну и присоединились к ним. В процессе попали под минометный обстрел, потом налетели эти беспилотники. В итоге наша группа малость заблудилась ввиду незнания местности и вышла на ваш полк. На какой именно полк? Не полк, а пост. Там пост. батальон Айдар стоял. Угу. А расскажите, пожалуйста, как вы жили в деревне? В деревне? Вы говорите, вы были в окружении, да? Да. А сколько дней вы были в окружении? В окружении мы были сутки. До этого мы, практически, теоретически держали фронт, практически находилась вот деревня, справа другое село в скольки-то километрах, оно контролировалось украинскими военнослужащими, слева еще одно село, где сидели наши, но на практике там никого не было. Гражданских вы видели? Да, их там довольно много было. Они с вами общались? Да. О чем? По-разному. Иногда просто приходили побеседовать, от слова прям именно поговорить. Спрашивали, когда все кончится. Просто приходили побеседовать, да? Ну да. А вы к ним приходили? Чаем угощали. Да нет, зачем нам? Чаем угощали, говорите, да? Мне не было надобности с кем-то общаться, то есть зачем мне это? А другие ваши, в вашей группе приходили гражданские? Из тех, кого я знаю, нет. Расскажите, пожалуйста, вы попали в Айдар, да? Да. Что вы можете сказать? Как к вам относились? Хорошие военные. Хорошие военные? Да. Расскажите, пожалуйста, о вашей семье. Вот, чем она занимается сейчас, как вы росли? Если с точки зрения, чем занимается, мама бухгалтер, отец ИП. Кто отец? Индивидуальный предприниматель. Он сам на себя работает уже 20 лет, занимается отделкой помещений, квартиры, ремонты, вообще полностью внутри все, что можно сделать по ремонту, он этим занимается. А как они относились к тому, что вы пошли воевать? Мама о том, что я нахожусь на войне, узнала через 2 месяца после того, как я уже попал на войну. А почему не говорили? Да у меня связи не было с домом. 2 месяца у вас не было связи с домом? Ну да. На десантных кораблях связь не ловит, и по прибытию сюда меня тоже не ловила связь от слова совсем. То есть мама до сих пор Потом не уже знает? каким-то чудом, нет, сейчас-то она уже знает, уже потом через товарища мы как-то сумели поймать связь на крымскую сим-карту, на его. И через интернет я уже связался с домом. Известно ли вам те факты, что военные России насилуют женщин и детей в Украине? Да, Как вы относитесь к этому? полностью негативно, отрицательно, и расправился бы с ними, если бы смог. А как Я вы против подобных действий. А как вы считаете, почему они это делают? Почему? Идиот? Не люди? Что ты скажешь? Не знаю я, почему они это делают. А знаете, сколько детей убито в Украине русскими военными? До нас тут доводят кое-какую информацию.
Если правильно я помню, около 700 с чем-то ранеными и 300 с чем-то убитыми. Точных чисел я не запомню. И как вам такая информация? Это ужасно. И Это вот просто ужасно. как вы считаете, какая цель спецоперации тогда, если столько убитых детей? Какая вообще цель спецоперации? О которой говорил ваш президент вам? Да черт его знает, какая у них цель. Свои какие-то цели они преследуют, наверное. Нам непонятные. Вы из-за денег пошли в армию? Нет. Денег мне и на гражданке вполне хватало. Я именно пошел, потому что я всегда мечтал служить в армии и считал, что это почетно. А сейчас как считаете? А сейчас, как только я отсюда вернусь, первое, что я сделаю, это уволюсь из армии. Думаете, вернетесь? Ну, если вернусь. Я в судьбу верю. Вернусь, значит, такая судьба. Не вернусь, значит, такая судьба. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели бы сказать, возможно, своим друзьям, которые сейчас в России, либо тем, кто служил с вами? Ну, Стоит ли идти воевать? нет, не стоит. Почему? Ну, во-первых, это бессмысленная и ненужная война. А во-вторых, даже если они сюда пойдут, ну, может, какие-то у них свои найдутся там стремления и цели, я не могу залезть в каждый мозг и сказать за всех, то все равно, по большему счету, командиры, особенно старшие, здесь не заботятся о своих личных составах и их используют как мясо. Поэтому из заботы и о вашем народе, и о своем говорю, что не надо сюда ехать. Никому. А расскажи, по вашему мнению, вот сейчас почему почти весь мир объединился против России? Ну, по-моему, это очевидно, потому что если собрать, как говорится, по совокупности все то, что происходит, то мы получаемся оккупанты. А следовательно, это нужно пресекать. Почему вы раньше этого не понимали? Вот, например, вы говорите, что приехали из Севастополя. Вы понимаете, что Севастополь — это территория Украины? Ну, тут точно не скажу. Почему? Ну, представим, например, что украинская армия пришла в какую-то область в Россию, сказала, это теперь наша территория. Вот вы считаете, это правильно? Если в таком контексте, нет. А в Крыму как-то по-другому было? Я не знаю, как было в Крыму, поэтому и не сужу про него. Меня-то там не было. Ну, в 21 году вы там были. Но в 21 году я там был. И в 21 году я видел там, как бы это сказать, Что вы там увидели? спокойную, мирную жизнь. Как говорится, меня там никто не считал оккупантом или еще кем-то. Да и люди вполне себе спокойно и, можно даже сказать, счастливо жили. В сравнении с тем, откуда я приехал, они даже очень неплохо жили. Поэтому А как вы жили там, откуда вы? Ну, не понял, как. Вы говорите, что по сравнению с тем, откуда я приехал, в Крыму жили неплохо. А как живут люди там, откуда вы? Ну, победнее, что ли? Ну, то есть, если, например, сравнивать на ту зарплату, которую в среднем получают у нас, ну, откуда я приехал, в Севастополе прожить нельзя. Совсем. Даже месяц. Да что там месяц? На 2 недели мало, вряд ли хватит. А
в Севастополе люди, ну вот с кем я общался, кого я знаю, с кем я успел познакомиться за этот год, они живут вполне себе, умудряются, и, как говорится, и приумножать как-то это, и ну, как-то развиваться, что ли, я не знаю. Ну, у нас, конечно, с такими малыми количествами заработной платы все равно жить можно. Ну, там у нас. Ну и качество не такое. Расскажите, пожалуйста, сколько в вашей группе убитых? Сколько вас в плен попало? В плен именно из моей роты попало, насколько я знаю, 3. А убитых? Известно вам? В процессе взятия в плен из смежного подразделения, ну, которое работало с нами, тоже с нашей бригады, только не с нашей роты, я знаю еще 3 погибших. Потом из батальона тактической группы, которая должна была нас менять, тоже с нашей бригады, я знаю еще примерно о 12 погибших. А за весь период времени нахождения в Украине от роты убитыми и ранеными уехало 2/3. Как вы считаете, ради чего они умерли? Стоило умереть здесь? Ну, скажу так. Во-первых, я думаю, что им не стоило тут умирать. А во-вторых, именно смерти, которые произошли, ну это я скажу так, с точки зрения человека, который это видел, они произошли по большему счету все по глупости, их можно было избежать. И если бы не было этой глупости, у нас были бы только раненые. Что, в принципе, тоже нежелательно. Лучше быть, как я считаю, целым. Ну, ни за что они пострадали. Ну, те, кто раненые, разумеется. Что бы вы хотели сказать своему президенту? Президент? Да ничего, наверное. Совсем ничего? Ну, То есть вы считаете, что он делает все правильно? нет, я не считаю, что он делает все правильно. Даже, наверное, очень много, я считаю, он делает неправильно. Ну что именно? Ну, повторюсь, я считаю, что все, что происходит в данный момент в Украине, это неправильно. Это ненужная война. Это, можно сказать, братоубийственная война, потому что лично я вырос на таких мыслях, что русские, украинцы, белорусы — это все братские народы, что мы, можно сказать, родня. Еще там далеко ходить. У меня дядя муж моей тетки. И родственники по отцу имеются украинцы. То есть у вас есть родственники украинцы и Ну, из Украины? да, они перебрались жить к нам туда, в Сибирь. Кто-то до распада Союза, кто-то после, но тем не менее они У вас украинцы. есть родственники с Украины, но вы пошли воевать против Украины. Ну, вы переворачиваете. Я же говорил, как нам это подавали изначально. И почему-то в это верилось изначально. Вот вы говорите, что вы верили, что это братские народы. Как вы считаете, вот Беларусь, та же Украина, не есть, почему наши страны не должны иметь право на свою культуру, свою историю, свой язык? Почему Россия всегда навязывает этим народам свое и отбирает у них территории? Ну, это нужно задавать вопрос, так сказать, к тем, кто управляет государством, потому что это они там что-то крутят. А я лично понятия не имею, почему они это делают.
Что там? Все, я не знаю. Все нормально, 25 минут вы разговариваете. Теперь разговор. Вы обо всем поговорили. Мы просто ты сразу включил, а мы... Вы звонить будете домой? Мы не Но записали если просто. можно не на камеру, то Не, у нас мы не имеем права. У нас все или под запись и звонок под запись, или без записи и без звонка. ну тогда, наверное, без записи и без звонка. Понял? У меня вопросов нет. Я не А пытаюсь почему не перебивать. хотите позвонить своим родственникам на запись? В чем проблема? Просто сказать, что вы живы, здоровы, вы же ничего секретного-то не будете, им же, наверное, интересно. Они потом могут брать это видео, кстати говоря, и нести, показывать, что вы не без вести пропавший, например. Так многие делают. Да, я знаю. Вы чего-то боитесь? Нет, Так я почему нет? ничего не боюсь. Просто не хочу. А какие у вас отношения с вашими родственниками? Очень хорошая. У нас довольно дружная и большая семья. И вы не хотите с ними поговорить, сказать, что с вами все хорошо? Очень хочу. Но не Так хочу, они чтобы это говорят. показывалось на камеру. Не от меня зависит, извините. Поэтому я и отказался. Поняла. Все? Все, у меня все. Пожелал Ты что-то своим? Да, в процессе я слышал. Я желал. спрашивала, что бы хотели сказать. Возможно, что-то хотите сказать своим, возможно, родственникам, с которыми не хотите говорить. Почему? Я хочу с ними поговорить. Ну, возможно, есть у вас возможность, можете Их же сказать. не будут показывать. Сказать на камеру, можете я так. еще не Это понимаю. будет Вас и съемка, так и сяк естественно. будут показывать. Ну, вам же с самого начала сказали, что добровольная беседа, и эта журналистка, она представилась. Очевидно, что будут показывать в любом случае. А их-то показывать не будут. Ну, Я понимаю. Ну, хотите так, можете да, сделать можете так обращение. что-нибудь передать просто, если хотите. Не хотите, как хотите. Они не увидят это сообщение. Ну, смотрите, у нас видео имеют более там 200-300 тысяч просмотров, как правило. Мои И родственники ваши- не пользуются интернетом. Вы староверы какие-то, может быть, что это в этом духе? Нет, просто нет надобности. Ну, я язычник, поверь. Расскажите, пожалуйста, вот это тоже интересно. Мне говорили, что язычник, во что вы верите? Я в скандинавских богов верю. В Одина, в Тора. В Одина, в Тора? Да. А Россия уже православная такая. Но у меня Страна? вся семья православная. А вы верите в другое совсем, да? Расскажите, Но я пожалуйста. нашел свой путь. И свою вы веру. считаете себя воином? Вот скандинавские, Ну да. это считаете себя воином, да? Нападать на другую страну, это воин так делает? Как бы это сказать? Ну, так как считаете, так и скажите. Конечно, я пришел в эту страну, ну, можно сказать, даже как оккупант, хотя изначально преследовал немного другие цели. Но что я могу сказать точно, так это то, что мне не за что стыдиться. Я ничего у этой страны не крал и не издевался над безоружными. Я воевал с такими же солдатами, как и я. И старался делать это честно. Больше по этому поводу мне добавить нечего. Хорошо. Можно я? Вы воевали, вы говорите, по-честному с солдатами. Сядь. Хотите сядьте, я вам дам микрофончик. По-честному с солдатами. Да. Но есть... Какая разница между вами и нашими солдатами? Никакой. Давайте Но попробуем. за исключением того, что ваши солдаты сражаются за свою родину Вот. на своей земле. Вот. Мало того, большое уточнение. У нас мобилизация, и наши солдаты — это обычные мирные люди, которые призывают, по быстрой программе обучают, и по сути у нас сражаются учителя, мирные профессии. То есть вы осознанный военный, вы, можно сказать, Да. там, контрактник, кадровый. Да. А с вами военными кадровыми воюют наши гражданские, которые вынуждены защищать. Вы считаете, что это честная война, военные с военными? Ну, может, не совсем честно.
Но в противном случае у них было оружие, у меня было оружие. У них было вынужденное оружие по Согласен. причине того, что им нужно это делать. Потому что если они не будут вас убивать, а самим защищаться, то вы придете и их убьете. Как это было в Ирпене, в Буче, когда ваши военные просто убивали и мирных, а полиция тоже. Ну, Сколько вы убили наших полицейских? Только потому, что они в форме. Сколько вывезли в плен? В плен сколько вывезли. Сколько вывезли? Я скажу просто, вам, у нас дискуссия, Ну, я просто категорически не согласен с вашей позицией о том, что все было по-честному, мы военные воевали с военными. Нет, все не так. Я хочу вашу чуть-чуть вот эту военную романтику и ваш военный путь скандинавский, языческий чуть-чуть приспустить, потому что это нечестная война. Вас в разы больше. И оружия, и людей, и техники, всего больше. Эта орда пришла на меньшее государство, независимое, и силой, массой, мясом его пробуют завоевать, захватить. Я хочу, чтобы вы поняли суть, что здесь нету ничего честного и порядочного. Честно и порядочно, это вот вышло ваших 100 человек военных, наших 100 человек военных обученных, и где-то на поле там, или в лесу они воюют. Кто лучше? А когда вы пришли в город и убиваете людей, это нечестная война. Понимаете? я же говорил, что я Сегодня воюю выложили честно. статистику, вы воюете честно. Сегодня выложили статистику, за 5 месяцев Рашка выпустила 24 тысячи снарядов и бомб по Украине. И всего лишь 700 были по военным объектам. Прокомментируйте честность. Вы Может, сейчас про честность? распространяете мои слова про себя и мое подразделение, в котором я был, на всю страну. Я вам скажу откровенно. Я уже говорил, что я не считаю правильным то, что делает мое государство и наша армия, и наше правительство. Тогда не нужно называть это честной войной, и вы воевали по-честному. Это лицемерие в чистом виде. Вас всех построй, и все скажут, мы честные, белые, пушистые, выполняли приказ, всей правды мы не знаем, политикой не интересуемся. Вот и вся история. Смотрите, 25 тысяч убитых. Да, мэр Мариуполя сказал. 25 тысяч убитых. Там было 25 тысяч убитых военных? Нет. Я могу предположить, почему молодой человек не хочет звонить домой. Потому что, наверное, его семья была против, чтобы он шел на войну. Это моя теория. Ему будет стыдно. У нас уже были такие пленные, которые не звонили, потому что им стыдно было. Потому что их родители осуждали. По традиции, обратитесь, если хотите, к своим знакомым, друзьям. Пригласите их сюда, если считаете нужным. Или наоборот, отговорите. Но приглашать я их сюда однозначно не буду, как я уже говорил. Ехать, не ехать, поддаваться, не поддаваться на провокации правительства, это уже их мысли и решения. А что я хочу сказать, так это то, что лучше не ехать. Ну, спасибо. Та, у мене знову те ж саме запитання про відчуття. Ну, знову ж та сама відповідь, що людина якби потрапляє в українське місто, вона не розуміє, як своєї цілі, своєї мети, чому вона йшла. І не черпає ніде інформації, як взагалі таке можливо, що людина просто ніде не читає і слухає тільки своє оточення, свого командира і вірить цій інформації. А з ними в спілкуванні, от від спілкування з ними, що ти відчуваєш? Як до людей? Мені неприємно. Неприємно. Абсолютно неприємно, тому що відчувається якесь лицемірство. Тому як навіть по якимось фактам тут було так, потім вже різко змінилася позиція. Там вірив в одне, потім почав вірити зовсім в інше. Це ви ще не глобально розмовляли. Коли починаєш глобально розмовляти, тоді і він досить багато часу тут вже провів, тобто до нього багато чого дійшло. А коли спілкуєшся з тим, який щойно потрапив в полон,
Він навіть не розуміє, цей хоч прямо каже, що він окупант і що вони армія окупантів. А з деяким годину треба спілкуватися, щоб розтлумачити йому, що вони армія окупантів. Вони навіть терміну цього не розуміють. Ну так, теж дуже дивно вважати рівною цю війну або якоюсь чесною, коли одна країна нападає на зовсім іншу країну. Коли ти прийшов в Крим, з Криму і починаєш воювати проти маленької країни і вважати себе воїном, і вважати себе якимось гідним військовим, що це чесна війна. Ми ж не нападаємо ні на кого і не говоримо, що у нас чесна війна з кимось. Ще одненько.